Всем привет! Это канал Не Местные. Сегодня будет необычный выпуск, потому что я нахожусь в Таиланде, остров Пхукет, а Аделина сейчас в России, в Казани. И мы хотели сделать такой выпуск сравнения цен Таиланда, а именно острова Пхукет, и Казани. На примере продуктового магазина. Например, возьмем Big C. Это магазин, один из крупнейших сетевых магазинов Таиланда. И, например, Ашан или Лента, подобные в России. Вот так выглядит Big C. Магазин с большой парковкой. Здесь вот автомобильная парковка. Есть отдельная для байков, потому что, как вы знаете, азиатские страны — это про байки. И сейчас мы посмотрим на основные товары, что есть здесь, в Таиланде, и что есть в России. Слово Аделине. Всем привет! Ну а у нас бодрящие минус 17 градусов, поэтому я не буду рассказывать и показывать, какие у нас здесь парковки возле супермаркетов и как здесь хорошо, потому что очень холодно. А идем мы сегодня с вами в супермаркет Лента. Это большой супермаркет, я думаю, он не уступает Big C по площади и ассортименту. Давайте сравним цены и что же представлено у нас на полках. Такой большой торговый центр Big C. Есть все, начиная от одежды, бытовая техника, крупная и мелкая. И вот сам магазин. Большая площадь. Мы могли, конечно, сравнить продукты, например, в пятерочке российской или Магнит. И здесь 7-Eleven. Тоже примерно похожий ассортимент, но есть свои тонкости. Решили побольше магазина взять. Так будет интереснее, больше товаров, больше выбора. И еще, кто досмотрит до конца, тому раскроем такой секрет, как купить продукты с 80% скидкой. Какие часы бывают в Big C. Ну вот на входе мы видим, как раз здесь тапочки продаются, различная обувь, трусы, одежда. Ну, в общем, много всего разноцветного, как любят в Таиланде. Но это нас не интересует. Идем в продуктовый отдел. Тоже одежда, кстати. Майки, футболки. Тут же игрушки и вот еще. Но это здесь больше именно детская. Но тоже есть. А вот дальше огромная территория с бытовой техникой. Тут и местные какие-то фирмы, модели стиральных машин. Есть и мировые, Electrolux и так далее. Отдел с техникой тоже большой. Бытовая техника. Hyundai, серьезно, впервые вижу. Но такие тоже есть. Микроволновая печь стоит 5999. Так, раздел кофе. Вот чай в Таиланде очень проблематично купить. Выбор очень маленький и практически отсутствует на полках. А вот кофе, да, можно выбрать, например, Nescafe Gold. Стоит 390 бат. Дальше 459 Nescafe Gold с каким-то ароматом. И 355 с другим ароматом. Вот такие вот есть. И 99. Нужно найти товар, который в России тоже будет. Тот самый чай, который очень сложно найти в Таиланде. Greenfield 100 пакетиков стоит 279 рублей. Кофе мы смотрели, по-моему, на Nescafe. Но вот Якоб стоит 429 по акции. Здесь уже идет подороже. Здесь уже цены 1699 и 649. Nescafe большой, 900 грамм. 1599, да. И 949. Вот такой 500 грамм. А вот ассортимент чая в России. Какого только нет. Пакетированные, листовые, просто все виды. С разных уголков страны, мне кажется. Вот.
124, 204, 154, 255. В среднем цены. Ну, Таиланд известна страна дуриана, такого товарища, которые не хотят особо продавать в сыром виде, и провозить его нельзя на самолете из-за его специфического запаха. Но вот есть такие сухие, засушенные дуриан. 1688 бат стоит. Здесь 3 упаковки, такие большие. Ну, много разновидностей. Вот в таких коробочках еще есть. Ну, в России, конечно, такого нет. Я просто показываю цену. 299 бат, вот такая вот. 480 миллиграмм. Ну, нам, конечно, дуриан нас интересует в России мало, зато есть куряга, чернослив, клубника, вишня, сушеный манго, между прочим, помело. Сухофруктов выбор большой. Изюм, куряга, все-все, в принципе, орехи. Что касается молочной продукции, здесь творог я не смог найти. Привычного йогурта типа чудо, конечно, здесь тоже нет. Но есть вот био, сколько стоит? 58 бат. Вот есть другие, 55 бат со скидкой. Какие-то вот такие вот тоже био-йогурты за 80. Йогурты 48, 51, 45, 33, 54, 41. Очень большой выбор, как питьевых, так и таких вот классических. Тут же соки. Вот это мой любимый сок. Стоит 89 бат за литр. Ну, тут разные акции бывают. То есть можно и попасть на хорошую акцию. Надо смотреть, выбирать. Соки 199 рублей. Это вот 2-литровый. Литровый 119. Добрый. Это литр, да. Литр. Молоко различных видов, огромное количество. Есть вот безлактозное молоко, витаминизированное молоко с витамином D. Вот вроде Plain Fallen. 96 бат стоит. Это у нас 2 литра. И в канистрах есть. 213 бат стоит. Канистра. Наверное, здесь литра 3-4 литра. Такое молоко в коробках 47 бат. Молоко в России любят. Молока в России много. И вот цены 52 рубля пакет 2,5. За 69, 64, 79 уже идет в бутылках. Топленое, все виды молока. Безлактозное 1,8. 138 баксов. Это у нас, наверное, масло. Да, масло. Вот 189 есть, здесь за 95. Это, возможно, маргарин даже. Масло 72,5 на 124 рубля. 82, 214 рублей. Сыр чеддер, президент 160 бат. Моцарелла 149 по акции. Гауда 189 бат. Сыры. Здесь нарезка сразу же пошла этих колбасок. 189 бат. Сыры тоже разные. 189, 174. Это в зависимости от того, какой объем, естественно. Подошли мы к куриным яйцам. 125 бат стоит. Как понимаю, это 30 штук. Здесь. Не знаю, насколько большие, небольшие. Тут сортировки других нет. Ну, как-то так. 30 штук 359 и 379. 129, 10 штук.
Сразу же я увидел готовую рыбу, пожаренную уже. Это тилапия, 32 бата стоит такая. Какая-то тоже, я даже не знаю, что это за рыба, 50 бат. И вон там тоже маленький, 53,5 бата. Так вот, что касается скидок, после 7 вечера здесь распродажа товаров, у которых подходит срок годности. Ну, например, это готовые продукты. Вот, например, сегодня уже надо продать. Уже под конец рабочего дня они делают большие скидки. Там от 50% и до 80%. И чем ближе к закрытию, работают до 23 часов, кажется, или до 22. И тем выше скидки, больше скидки. Вот что касается курицы гриль, то же самое. Вот сейчас еще утро, ну, день, стоит 129 бат. Вот такая вот выручка. Очень, кстати, вкусная, мне нравится, постоянно беру. И под конец рабочего дня она может стоить уже около 30-40. Есть такие пельмешки гёдзе, 32 бата. Ну, здесь сате, такое самое распространенное, наверное, в Таиланде блюдо. На улице везде продают, 30 бат стоит. Это готовые продукты. Ну, яиц тоже очень много в Таиланде. Везде продают тоже, везде кладут. 29 бат 3 яйца. Ну что, Константин, рыба у нас тоже есть готовая, между прочим. Вот за 100 грамм 34, 99, 35. Тоже разные виды рыб, разного варианта приготовления. А это вот свежая рыба. Это лосось. 888 за килограмм стоит такой вот стейк без костей. Вот такой кусочек стоит 113 бат. Маленький совсем кусочек 87 бат. Вот здесь остальная рыба. Тоже тилапия свежая, 24 бата стоит. Здесь у нас пангасиус 74. Рыба выглядит потрясающе. Лосось. Цена за килограмм 1200. Ну, как бы хорошая. 1600 филе. И стейк 1500 за килограмм. И большое количество также вот такой вот рыбы. Это у нас свежая куриная, как называется, голень или ножки. Куриные ножки 88, так понимаю, за килограмм стоит. Выглядит хорошо, прям так свежо. А вот уже окорочка 79. Свежие. И запах хороший. Бывают не очень хорошие запахи в таких местах. А вот здесь уже плохой запах почему-то. Фу, как воняет. 64. Ужасно. Пойду дальше. Грудка 179. Тоже какие-то акции. Вот желтые ценники, да, они все акционные. Их издалека видно. Мясной отдел. Тоже очень много всего есть. Например, свинина свежая. Такие вот без костей тоже кусочки. Стоит 169 за килограмм. Или 48 такой кусочек. Курица 364 стоит филе. 499. Голень 364. Бедро 269. Мяса тоже много. Здесь в маринованном виде. Курица, свинина, говядина. Очень много мяса. Никакого запаха нет. Все прям отлично. Так, это лопатка 270 рублей. Вот в разделе овощей и фруктов разные грибы. Стоит 17 бат. Недорого. Не знаю, в России такое есть или нет. Я думаю, только шампиньоны, да еще какие-нибудь. А тут прям шитаки, все всякие виды. Да, это какие-то японские огурцы, что ли, 75 бат стоит. Брокколи стоит 67 бат. Кукуруза 32 бата. Такие два початка. Капуста 140 бат стоит. Не знаю, это за килограмм, нет?
Лимоны 125 за килограмм. Помидоры вот такие 140. Такие хорошие. Перец болгарский 155 в среднем. Яблоки. Знаю, что яблоки здесь дорогие, наверное, да, вот импортные написано. 79 гала. 79 бат. Вот такие зеленые тоже 79 стоят. Апельсины такие, да? Хорошие апельсины. 68 бат стоят. Это мандарины. 69 бат. Это манго. О, как классно пахнет. Здесь тоже манго, они такие упакованы уже по 2 штуки. 95 стоит бат за килограмм. Интересно. Аделина, а сколько же стоит манго в России, мне интересно? Ну, с фруктами, конечно, не очень. Ну вот, не сравнится с Таем. То, что не говори, гранаты такие вот, ну, не очень привлекательные. 200 рублей килограмм. Мандарины 159 рублей килограмм. Есть за 189 в упаковке. Киви, бананы, в общем, яблоки особо. Манго у нас нет. Вернее, оно есть, но надо искать его в каком-то конкретном магазине. Если я найду, я обязательно его сниму и добавлю. Поищу. Не знаю, найду ли. Ну что, манго я все-таки нашла. Это, конечно, уже не лента, это 5. Ну, вот такой вот манго стоит за 100 грамм 45 рублей. Еще какой-то люкс, но как понять, они все в одной коробке. Есть еще вот такой вот сушеный манго 134 за 100 грамм. Здесь маленькие, так понимаю, дыни. Да, очень вкусно пахнет. 59 стоит. Ну, за килограмм 99 бат. Здесь на 59 бат. А это у нас папайя. Такие они плоды довольно тяжелые. Так выглядит. Стоит 95 за килограмм. Вот половина кусочка стоит 53. Ананасы здесь разных видов, прям очень много разных ананасов. 79 за килограмм стоит, вот такие вот. Такие средние, небольшие, не маленькие. Ананасы тоже есть, и стоят они 324 за килограмм. Бананы 35 стоит или нет? 49, наверное, стоит, да, за килограмм. Такие обычные бананы. Все упакованные, причем они любят упаковывать сразу. А вот смотрите, полюбуйтесь. Прям поле целое драгонфрут. Такие вот, это мой любимый фрукт в Таиланде. Офигительно вкусные, свежие, сочные. Стоит 58 бат. Очень здорово. Ну, здесь мандарины 58. Кого интересуют арбузы, вот есть такие за 45. Такие интересные желтые арбузы. А вот красные. Красные стоят подешевле 39. Даже 32 вот есть. Ну, обычные арбузы вроде как, да. А если хотите, можете сразу купить в нарезке фрукты. Например, вот ананасики такие маленькие. Стоят 123, 75 бат. Вот такая вот упаковка. Или, например, вот это мне очень нравится. Это красная помела. Очень вкусная вещь. Сколько стоит? Там по штрих-коду нужно посмотреть. Это арбуз. Это, значит, у нас драгонфрут. Вот так он выглядит. Бывает белый, бывает красный. Он стоит около 50 бат, такая вот упаковка. Вот здесь манго. Очень вкусно. Тоже около 50-60 примерно. Соки, вот соки тоже, смотрите. В ледяной крошке. Цена 55 бат, 55, 75 морковный сок. Это вот кокосы. 39 бат стоит такой кокос.
Он уже весь почищенный. Остается только разрезать вот здесь, ставить трубочку и пить. Вкусно. Вот, очень популярные такие лапша быстрого приготовления. 39 бат стоит. Очень вкусная вещь. Насыщенный аромат. Ну, как типа как доширак, что ли, но прям очень насыщенный аромат. Буйство вкуса во рту, ух. И остренькое обычно бывает. Такие вот большие 65 бат стоят. 52 бата. Тоже с желтым ценником, со скидкой. Хотя можно вообще наесться, мне кажется. Здесь какое-то тоже очень острое, похоже, 69 бат. Много-много. Вот, любят тайцы и вообще азиаты такую быструю еду. В России, между прочим, тоже пользуется популярностью еда быстрого приготовления. И вот здесь, например, это уже не маленький прилавок или маленькая полка. Здесь это прям вот 2 стеллажа, полностью отведенных под лапшу быстрого приготовления, всевозможные пюре. И самые классические давайте найдем с вами. Стоят они 49 рублей в ассортименте. Это доширак, они есть с разными вкусами. Вот, например, креветка. Чипсы Pringles со вкусом пиццы 159 бат. Такие барбекю тоже 159. Здесь большой раздел с чипсами. Например, вот местные Лейс 58 бат стоит. Original. 158 грамм. Большой, да, выбор, разные вкусы. Вот здесь какой-то 3 берешь. В общем, скидка какая-то, смотрите. Чипсы Лейс стоят 199. Это 225. Это большие. А Константин у нас показывал поменьше, 150, по-моему. Лейс, по-моему, поменьше как раз. Да, 140 грамм. Чипсы Лейс 139,99. Ну и, конечно, Шоко Пай, куда же без них. 125 бат. Такие стоят. Сколько там? 12 штучек, да. 125. Чуть поменьше, 60 стоит. Так, Choco Pie. Можем сравнить. Choco Pie большие, 12 штук. По акции 139,90. Ну, в общем-то, я думаю, такие же. Константин, твой любимый шоколад. Кстати, здесь очень много, и он по акции стоит 124,99. Где ты видел такие цены? Мне кажется, в Риттер Спортс такую цену не купить нигде. Ну вот, в России он очень дешевый. По крайней мере, здесь. Здесь раздел с выпечкой, можно подогреть даже. Вот такие вот слойки, как это называется, даже 35 бат стоят. Такие вот лодочки маленькие с сосиской внутри, 49. Здесь с каким-то беконом 49 стоит. Тоже какие-то необычные вкусные вещи. Ну, эти пончики 16. И вот за 10. Здесь тоже сладкое к чаю. Тут маффины по 49. И вот с этой стороны. Такие маленькие круассанчики. 16. Здесь тоже слойки, как в Грузии практически. 35. И хлеб. Здесь хлеб-буханка я не видел, но вот такие вот есть. 42 стоит. Больше как для тостов, наверное, нарезанные. Ну и вот такой целый стол со сладостями к чаю. Как маленькие пряники, что ли их называть. 35 бат стоит упаковка. Здесь это у нас как хлебцы, что ли, какие-то сладкие. Здесь тоже что-то можно купить. Вот здесь уже выход. И прямо около выхода стол обычно стоит. Вот про который я говорил, со скидкой продукты продаются здесь. Это очень приятно, потому что можно закупить очень дешево. Вообще есть другие магазины, конечно, помимо Big C. Например, Макро,
Lotus, тоже хорошие цены, ниже, чем в 7-Eleven, потому что 7-Eleven все-таки это магазин около дома, там дороже. Ну вот я выбрал Big C, сюда езжу, нормально, круто. Закупаюсь и все нравится. Вот лук. Кто хочет лук, Аделина его очень любит, я знаю. Стоит он 45 бат. Я потихоньку иду на выход. Если понравился выпуск, ставьте лайки. Можем, кстати, сделать обзор 7-Eleven. Это очень известный магазин по всему миру. Очень своеобразный, там интересная есть еда. Можно купить очень недорого. И продается, все на свете там продается. Маленькие магазинчики, но удивительным образом вмещают в себя все. В общем, слово Аделине. Всем пока. Прогулялись вместе с вами сегодня. Не только в российском магазине, привычным многим, но также и походили с Константином по супермаркету в Таиланде. Пишите свои впечатления, нам очень интересно, как вы на это смотрите, что вам понравилось, что вам было, показалось интересным, необычным, например. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и обязательно делитесь с нами своими впечатлениями. Да, кто заметил, фонарики вот висят красненькие, видите, по всему магазину. Это зачем они здесь висят, как думаете? Пишите в комментариях.